9? Но... Ну, 9 немало. Новый день, новое путешествие. Так может казаться, что я в частном секторе Адлера или Ростова-на-Дону, но нет, я в Бишкеке. В общем, это практически центр города, то есть я буквально в километре или меньше от центрального железнодорожного вокзала. Ну и вся эта застройка, это просто, если посмотреть налево-направо, какой-то недострой, заборы, частный сектор и иногда супер модные относительно всего другого дома или торговые центры. Ну и чаще всего это просто банкетные залы. Например, мой таксист, кстати, супер вообще мужик, с которого мы ехали, долго болтали. Он мне с гордостью на трассе показал банкетный зал своего кума или там еще кого-то. И он праздновал свадьбу своей дочери. Да, типа, вот это классное заведение. И заведение внутри реально идеально чистое, красивое. Ну, такая большая-большая белоснежная чихана. Вот. Но это все вдоль трассы. Рядышком ничего классного нету, и тротуары тоже разбиты, я не знаю, это видно или нет. Я шел так удобно по тротуару, но его не оказалось, поэтому приходится идти в обход. Ну и, кстати, первое, что я заметил, правда, я не успел снять, это автомойки. Автомойка здесь, мне кажется, это просто сердце тусовки. Во-первых, автомойки огромные, то есть гаражи по 20 мест, там, по 30 мест. Все тачки вылизанные, красивые, не битые. Так что, а вот машины здесь точно любят. Вот совершенно типично роскошные дома и полуразваленные хибары. И там опять нет тротуара, заметьте. А тут есть асфальт. Ну ладно. Смотрите, сколько собак. Нет, смотрите, собаки очень даже приличные. Никто на меня не напал. Воспитанные. Но справедливости ради, все дома, да, они явно хорошо сделаны. То есть, вот я иду как бы довольно в центре, и здесь все супер прилично выглядит. Но вот на дорогу денег нет. Центральный бульвар, и тут сразу алматинский вайб. А вот Дмитрию Маленького памятника. Но его здесь почему-то зовут Кубанычбек. Пока я ехал с таксистом, он мне как раз рассказывал всякие разные истории. И вот самая популярная вещь, которая происходит на границе, и там для этого даже сделано 2 линии. Это линия для газовщиков, он это говорит. Короче, те, кто возит бензин из Казахстана. Пограничники на въезде в Казахстан и наоборот, точнее на выезде из Киргизии и на въезде обратно в Киргизию, они проверяют багажники, если они видят канистры, а машина стояла, скажем так, в туристическом ряду, то они гонят машины обратно, чтобы они встали в очередь, где ездят те, кто таскает бензин. А это происходит потому, что если бензин в Казахстане стоит литр 170 тенге, то здесь он стоит уже 350, то есть в 2 раза дороже. Я вот перешел дорогу, и слева от меня вдалеке будет Белый дом. А это похоже на... Он на ремонте, конечно, но похоже на маленький павильон ВВЦ. Может, это бывшие фонтанчики или что-то. Проблема в том, что у меня искажение происходит впечатлений, потому что я сначала приехал из Лысой Астаны в Алмату, где деревья, и здесь они такие же. И поэтому, когда ты видишь зелень, все остальное немножко отходит на второй план. Понятно, что если сюда приехать из Москвы, наверное, впечатление будет гораздо более угнетающее. Вот. А другую историю, которую мне рассказал таксист, заключается в том, что есть, оказывается, это может у него в голове вечный спор между Алматой и Бишкеком
какой город круче. Он сказал, вообще-то Бишкек практически такой же классный, как Алмата. Тут просто цены практически такие же, как в Алмате. Я говорю, да ладно. Он такой, да, там, типа, разница небольшая, и очень многие, типа, знакомые переезжают из Алматы в Бишкек, потому что здесь классно. Вот, но больше никакого аргумента он не привел. Он сказал, что здесь вкуснее еда. Вот, вкуснее еда и машины круче. Вот два аргумента. Вот, это называется дубовая роща. Хотя тут дубы не такие большие, но вот я вижу всякие странные статуи. Назадза. Вечность. Да, это просто местные скульпторы. Вот, пожалуйста, вечность. А там вот есть украденные из Египта знаменитые ворота гробницы фараона. Дорожки, конечно, здесь протоптаны, потому что, если вспомнить, это Микен, где у тебя очень маленькие объекты с очень маленькими надписями. Это вот Казахстан в миниатюре. К ним подойти нельзя. Там все смотрят, везде заборы, и как бы вообще невозможно догадаться, что там изображено. Вот, например, в Алмате кареты с лошадьми. А здесь вот такие маленькие велорикши. Киргизстан хотя бы тем отличается от Казахстана, что здесь берегут памятник Ленину. При этом он стоял с другой стороны Национального музея, который находится позади него сейчас. Его просто перенесли на другую сторону, подальше от проспекта. Но сохранили. И на самом деле в каждом селении, в каждой деревне, там, в каждом поселке чаще всего можно встретить памятник Ленину. Пока мы ехали на такси, я видел головы Ленина, золотых Лениных. И названия тоже не переименовываются. Да? Если в Казахстане все переименовали на местный лад, там, не знаю, Усть-Каман или Усть-Кемен, был Усть-Каменогорск, Петропавл, там, Петропавловск и так далее, то здесь там постоянно встречаются поселки Ленинское, Дзержинский. Так что чтут историю. Рядом с Лениным, справа, находится как раз Белый дом, который в последний раз была революция здесь 2 года назад. Опять его там сожгли, разгромили все. И еще до этого была революция, и еще до этого была революция. В общем, уже 3 революции в эпоху независимого Киргизстана произошло. Каждый раз меняли президента. Например, сейчас бывший президент сидит, он сдался властям. Но потом, возможно, они могут меняться местами, потому что каждый раз садятся новые просто элиты, новые коррупционеры, и народ опять недоволен. А киргизы, я так понимаю, народ вспыльчивый, и поэтому им пофиг там. Кордоны, армия, они просто все выйдут, со всех сел приедут и разгромят все. Так что не испытывайте терпения киргизов. Вот я и дошел до Белого дома, и несмотря на многочисленные погромы, выглядит он вполне прилично. Фонтаны здесь не работают, но вот здесь как раз собирались раньше все митингующие, чтобы свергнуть очередного президента. Ну и несколько раз им это удалось. Вообще выглядит как вооруженная крепость. Маленькие окна, которые посажены внутрь стен, чтобы пушечные ядра не пробили. Долго думал, что это за памятник, где несколько людей на фоне мигающей полицейской машины двигают черную стену от белой, и там все написано на киргизском. Но, слава богу, всегда есть QR-коды, и это, между прочим, исторически ценный градоформирующий объект. Вот это памятник жертвам апрельской революции 2010 года. На этой площади были кровавые бои, там 1500 человек пострадали, 90 погибли, и вот, чтобы оставить для них память, поставили этот памятник. Так что вот, пожалуйста, пример свежей революции и свежей дани памяти. То есть все ее уважают и понимают, что, несмотря на революцию, это было все к лучшему. Правда, потом еще произошли, но это уже совсем другая история. Кстати, ровно на этом месте, здесь сейчас памятник, не помню, кому, Манасу, что ли, раньше стоял Ленин, и вот его перенесли с центральной площади, и вот на фоне как раз Национального музея, назад. Но там тоже ничего. А я перепутал все-таки наибольшее количество скоплений, да, и людей революции было именно на этой площади. Единственный, на самом деле, самый широкий проспект. И позади меня слева и справа торговые центры, фонтан и какое-то мрачное здание. То, что касается летников, как их называют в Казахстане, тут везде все прекрасно, очень чисто,
красивый. Таких мест в Бишкеке тоже полно. Но я хотел рассказать другую историю. История такая. Мой таксист оказался уйгуром. И, естественно, для него Китай – это кровный враг. И он скажет, что для всех киргизов Китай – это кровный враг, потому что если болит одно место в организме, то весь организм болен. Вот так. Но при этом Китай заполонил здесь все. Дороги строит Китай, фуры везет сюда Китай, машины везет сюда Китай, и товар тоже везет Китай. Мы когда ехали, просто безумное количество фур стояло там на подъездах к границе Казахстана, точнее, к границе Киргизии в Казахстане. Вот. Но при этом, как бы я так понимаю, что и в Казахстане, и в Киргизии все понимают, что Китай ведет гораздо более хитрый захватнический проект, да, по доминированию Средней Азии, и у них это отлично получается, потому что это у них лучшие строители и много денег для инвестиций, которых здесь нет, и которые себе не могут позволить никакие другие, в кавычках, мировые гегемоны. А вот и минус этого классного бульвара, который я шел днем. Нету ни одного фонаря, ни одного. То есть я людей даже в темноте с трудом вижу. Я думал, что он будет красиво освещен, потому что он центральный. Но меня освещают только фары машин. Так что все, минус Бишкеку, потому что в Алмате хотя бы в парках есть темное освещение. Но вот то, что видите, свет идет только из ресторанов. И стоило мне сказать, в эту секунду включились фонари. Я буквально опоздал включить камеру на 2 секунды. Все, от меня предыдущее видео нерелевантно. Большой плюс Бишкека то, что в центре, несмотря на разруху с точки зрения дорог, очень много классных, приятных, уютных кафе. Вот я сейчас зашел в кафе «Тайская кухня». Здесь даже повара тайцы и тайки. Вот, как будто бы очутился в Таиланде. Немножко, конечно, все хипстерски выглядит, но очень классно. Вот это вот рядом сидит американка, обучает местных английскому языку. Все говорят на английском. Ну что, всего 30 минут полета, и я нахожусь в столице Южного Киргизстана, в аэропорту, город Ош. Погнали в центр. И вот мое классное такси. Итак, я нахожусь в городе Ош. Это южная столица Кыргызстана. И иду к самой главной достопримечательности города, которая находится практически в центре. Это скала Сулейман-Тоо. В общем, история такая. Здесь ученые нашли поселение еще 3000 лет назад. И это считается неофициальной датой рождения этого города. Поэтому он самый древний здесь, в Средней Азии, один из самых древних точно. Но в Киргизстане он даже древний, несмотря на то, что сам город был построен в 9 веке, первое упоминание. И почему я сейчас карабкаюсь в эту гору? Потому что эта гора является единственным объектом наследия ЮНЕСКО в Кыргызстане. У этой горы очень богатая история. Сейчас расскажу. Эта гора считается одной из реликвий мусульманского мира. Всегда даже часто делают паломничество. Вот, потому что раньше она являлась, по сути, маяком для путешественников по Великому Шелковому пути. И Ош являлся, собственно, центром на пути из Азии в Европу, поэтому раньше это был прям центр-центр. Здесь была очень крупная торговля, здесь было очень много денег. В общем, популярное место. И очень много легенд связано с этой горой. В первую очередь то, что есть хан Бабур, который является создателем империи великих монголов, которая была в средневековье на территории Индии, Пакистана, Афганистана, Киргизии. То, что у него здесь был наверху домик. Домик разрушили в советское время.
Но во время перестройки его восстановили. Вот туда и нужно подняться, чтобы получился красивый вид на город. Во-вторых, в этой горе находится много древних пещер. И вот одну из них в советское время решили сделать некой, я не знаю, кофейней, ДК. В общем, каким-то помещением для народа. Или может даже гостиницей. Но в итоге она позади меня вход в эту пещеру. И там сейчас историко-краеведческий музей. Он, к сожалению, закрыт, но все пишут, что внутри, в принципе, особо делать нечего. Но именно как он выглядит снаружи, торчащий из горы, это считается архитектурным произведением искусства. В принципе, сама гора в длину где-то около километра, и вот по верху есть тропинки, чтобы пройти до того самого домика Бабура. Ну а в-третьих, еще, возможно, вы слышали словосочетание Ош. Довольно давно есть противостояние между севером и югом Киргизии, и понятно, что вот Ош является столицей юга, и на протяжении долгих лет тут происходили различные конфликты. Первое. Довольно известное событие – Ошская резня 90-го года. Здесь издревле жили узбеки и киргизы. Между ними всегда были межэтнические конфликты. И особенно они сугубились из-за разделения границ после распада Советского Союза. У киргизов здесь было мало земель, и, в общем, может, я не знаю, замглавы Киргизской республики решил дать часть земельных участков киргизам на исконных землях узбеков. Произошел конфликт, протесты, и погибло очень много людей. Но это было только начало, потому что конфликт тлеющий. И вот из последнего, буквально в 2010 году, здесь были жуткие погромы. Опять погибло очень много людей во время Киргизской революции 2010 года. Второй. Потому что третья была буквально недавно, в октябре 2020 года, и опять в третий раз сменился президент. В общем, вот такая тропинка, кстати, отлично сделанная, идет на протяжении километра вдоль горы, от входа, да, где музей, и до домика Бабура, который, я говорил, был восстановлен, и по совместительству это смотровая площадка. Вот позади меня остается священная гора Сулейман с пещерой. Я думаю, что дрон надо запустить сейчас, потому что потом я уйду слишком далеко. Поэтому я это сейчас и сделаю. В общем, как обычно, стало скучно идти по тропинке. Не всегда можно спуститься. А здесь я увидел в горе Сулейман гигантскую пещеру и хочу туда забраться. Ну и плюс вид на город открывается просто прекрасный. Никакой дрон не нужен. И, кстати, насчет дронов. Киргизия странная страна в этом плане. Здесь дроны полностью запрещены без разрешения на законодательном уровне, но нет никакого механизма, чтобы получить это разрешение. Таким образом, это просто серая зона, и вроде как дрон конфисковать не могут, но и летать на нем нельзя. Вот такая вот юридическая коллизия. Очень похоже на кричащий череп такой, как в Крике. В общем, это только одна из таких пещер, я так понимаю, здесь много. Я думаю, одной, чтобы ощутить, как это все выглядит, достаточно. Вот, например, на другой стороне горы тоже такое есть. Вот тут получается целый каскад останцев на километр. И вот сверху очень хорошо видно, там течет река, где высокие дома. И это и есть центр города. Все остальное это частный сектор. Там центральная площадь и флаг. Есть такой еще момент, когда была революция 2005 года, когда в итоге Роза Атунбаева стала президентом, первая женщина-президент Киргизстана.
оппозиционный центр был как раз в Оше, потому что между Ошем и Бишкеком есть только одна дорога, и ехать 10 часов, потому что сплошные серпантины, и хорошей трассы нет. Единственный, по сути, способ добраться сюда — это долететь на самолете всего 35 минут, как сделал я. При этом, до Бишкека понятно, как добираться. Поэтому, в принципе, ничего сложного нет. Более того, вот у Киргизии с Казахстаном почему-то очень плохое авиасообщение, а с Москвой отличное. То есть из Москвы есть рейсы на Иссык-Куль прямые, в Бишкек и прямо в Ош. То есть, по идее, можно прямо сюда напрямую сразу прилететь, рейсов очень много, и поехать в Алайскую долину, как сделаю я завтра. Потому что если видно вдалеке, это уже предгорье Памира, может, это даже северный хребет Тянь-Шаня, но дальше вот за Алайской долиной начинается Памир и Семитысячники. Соответственно, вот буквально в конце города уже находятся эти предгорья и начинаются серпантины. Поездка где-то завтра займет 3,5 часа. Через всю гору сделаны трубы, ходили в заповедник. Но с учетом, что здесь объявление соблюдать требования пожарной безопасности, может, они так воду сюда заставляют, чтобы если что, тушить гору. Жечь свечи запрещено. И есть такая симпатичная мусорка. В принципе, можно что угодно, любую инсталляцию поставить, и будет красивый вид на город. Помимо свеч, есть еще такой знак издалека. Я не прочитал английскую версию и на полном серьезе подумал, что писать туда вниз, потому что туда ходят люди, запрещено. А это просто, оказывается, писать запрещено на камнях. Здесь все просто выцарапывают свои имена повсюду. Вот, например, Назаров Усон. 28 апреля 99 года. Не стыдно тебе? Или кто там? Манзура какая-то. Или Манзура. Или еще какие-то непонятные письмена. Многие их могут принять за древние петроглифы, но дата выдает новодел. На этом закатном солнце я пою последнюю оду этой горе, потому что вот спуск с другой стороны и очень круто сделано. В общем, они когда строили эту тропинку, они сохранили камни. Они, конечно, отполированы столетиями, но мне кажется, это очень и очень стильно выглядит. Они прям блестят и, кстати, довольно скользкие. Но это прям супер. Супер сочетание, примерно как вот я восхищался в Исландии, как они внедряли дорожки в горы, как будто бы это часть горы, а не какое-то инородное тело. Здесь реально так же. Ну вот я спустился и иду к центральной площади Оша. Вообще видно с дрона, что Ош вытянут в длину вдоль реки. И вот такая картина меня встретила на одной из центральных улиц. Так что я лучше пойду дальше по другой. Возможно, это баррикады 2005, 10, 20 года. Вот, но в целом обычный провинциальный город. Опять, я клюю на зелень, ее тут много, а с дорогами здесь беда, все неровное. Деревья разрушают тротуары, дырки в дорогах, но гора реально стоит того, чтобы хотя бы на один день сюда приехать и полазить там, потому что, честно, сопоставимо по виду, да, гора и вид на город с горы был только в моей жизни в Кейптауне. На Столовой горе понятно, что там гора гораздо красивее,
и масштабней, но реально сопоставимо. Так что прилетайте в Ош. Неважно, какой город в Средней Азии, вот кафе они очень любят, и украшать они тоже очень любят. Здесь очень много, то даже если под ногами разбитая брусчатка, то рядышком всегда уютные фонарики. Стартовал я сегодня 9:30 утра из Оша и еду в Алайскую долину, это на границе с Китаем и Таджикистаном, по Памирскому тракту. Вот сейчас перевал 2400, но это мало, потому что сама долина находится на высоте 3500 метров, и там уже будет довольно холодно, около 10 градусов, но пока можно ходить в футболке и в шортах. И вот меня благородная машина сына хозяина юрты, куда я еду, везет. За мною зажигали города, глупые чужие города. Там меня любили только это не я. Зона ожидает напряженная ниховая. Я сам себе и небо и луна, полная довольная луна, долгая дорога бескайфовая. Продолжаем путь по Памирскому тракту. Здесь уже начинаются более высокие горы. Это все еще Алайские горы, не Памир. Памир будет после перевала, где-то на высоте 4000 метров. Вот, кстати, дорога отличная, хороший асфальт. Его построили китайцы. Этот тракт переделали 10 лет назад, до этого я не знаю, что было. Но так-то все грузовики из Китая как раз идут по этой дороге в Киргизию, потому что, по сути, это единственная дорога, которая соединяет Киргизию и Китай, да? А напротив там еще и граница с Таджикистаном. Поэтому Алайская долина стоит, по сути, на границе 3 государств. Вот нам осталось ехать где-то час. Горы все выше, поэтому я жду не дождусь, когда туда попаду и схвачу горняшку. Привет. Абсолютно типичная ситуация в горах, потому что развито сельское хозяйство. Ну что, мы приближаемся к самому высокому перевалу Талдык на Старом Памирском тракте. И позади меня совершенно прекрасные разноцветные горы, зеленый, красный, черный. Я прочитал, что, оказывается, этот тракт изначально построили, когда была большая игра между Британской империей и Российской империей, то совершенно секретно построили первую колесную дорогу между Ферганской и Алайской долины. Это был 1894 год. И очень долгое время вообще было неизвестно, что она существует. И, например, раньше считали, что ее построили австрийцы пленные после Первой мировой войны. Точнее, во время Первой мировой войны в 1914 году. На самом деле, это все было гораздо раньше. И здесь потом часто проводили всякие секретные испытания, как армия адаптируется к высокогорью, как она может здесь вести боевые действия. В общем, историческое место, ну и совершенно потрясающее. Изыскателю и строителю Рева, не могу понять, Юрию Францевичу Грушко. Там, наверное, 1889-1933. Но вот это странно, потому что считается, что эта первая дорога, как я и говорил, построена в 1894 году. Я вот нахожусь сейчас на самом верху, тут уже прохладно, поэтому надел кофту. Это перевал Талдык знаменитый. И внизу знаменитый серпантин, который идет обратно в долину Алайских гор. Там, конечно же, стоит Барс, как статуя. И вот грузовики
которые стоят, это грузовики с углем, они прежде чем спускаться с серпантина проверяют тормоза, потому что очень нагружены и едут медленно, и поэтому очень опасно. Можно слететь с этого серпантина и разбить себя и автомобиль. Но тут чаще все-таки ДТП случаются с овцами, лошадьми, коровами. Если врезаешься, значит, нужно платить пастуху. Лошадь, мне сказали, $1000, корова где-то 300-400, а овца где-то $100-150. Ну и плюс еще нужно починить машину. В общем, это последний высокий перевал. И дальше мы едем и спускаемся в Алайскую долину. Держала за ноги земля, голая тяжелая земля, медленно любила пережевывая. И пыль улетала в облака, крыльями метала облака, долгая дорога бескайфовая. Зона ожидает напряженно, беспросветная. Я сам себе и не боюсь. Ну что, я в селе Сары-Могол. Это в Алайской долине. Напротив меня Памир. Там где-то вдалеке будет пик Ленина. Ну что я могу сказать? Вот это настоящее село. И здесь есть даже в самом селе гестхаусы. Вот в одном из них мы сейчас обедали. И даже вот визуально он может показаться вам невзрачным, но внутри я был. Просто идеальная чистота. Поэтому если кто-то из вас сюда поедет и не захочет ночевать в юртах, то можете смело брать вот этот гостевой дом Ленин Пик. Потому что это не реклама, естественно. Потому что все идеально чисто. И, кстати, аналогично я наблюдал в Казахстане, когда мы обедали тоже в гостевом доме недалеко от заповедника Алтын-Эмель. Тоже все было идеально чисто. Так что не бойтесь. Вот я сейчас решил прогуляться по селу. И первое, самое знаменитое, что я вижу, это, конечно, стены, сделанные из коровьих лепешек. Ну, дороги здесь, понятно, не ахти. Это в основном люди, которые здесь живут, естественно, промышляют сельским хозяйством, поэтому у них покос, заготовка сена на зиму. Вот я общался с сыном хозяина юрты, и он сказал, что вот у них в октябре-ноябре сезон заканчивается, здесь очень много снега, и очень многие отсюда уезжают в Вош, и там живут до апреля. То есть полгода они работают, полгода отдыхают. Дома, кстати, очень даже приличные. Вот, пожалуйста, какой-то коттедж. Если посмотреть даже вдоль, никаких нету срубов. Все сделано из кирпичей. Не факт, что из коровьев. Мечеть очень приличная, с модным сайдингом. Заборы есть. Так что, на самом деле, отличный просто поселок, где люди каждый день смотрят либо на Алайские горы, либо на Памир сзади. Ну, при этом, естественно, Сары-Могол является базовым местом, откуда все альпинисты стартуют на пик Ленина. Здесь они встречаются, после чего идут уже к базовому лагерю на высоте и оттуда штурмуют его. Но сезон уже сейчас заканчивается, потому что погода уже нестабильная на пике. И дальше еще будет холоднее, поэтому вот обычно с мая по август здесь очень много юрт, лагерей, подготовки альпинистов, и это потом все заканчивается. Кстати, вот я начал тяжело дышать, значит, все-таки одышка есть. Чувствуется высота. Главное приспособить все, что есть вокруг, а именно коров, лошадей, под свои нужды. И все. И теоретически, ну не считая воды, но здесь есть много горных рек, я думаю, можно питаться даже практически не зарабатывая денег. То есть можно получать мясо, молоко или продавать на рынках, потому что понятно, что на юге Киргизии все-таки основной заработок — это сельское хозяйство. Ну, если даже представить, что одна лошадь стоит $1000, а те табуны, отары овец и табуны лошадей, которые мы видели, они там десятки, иногда сотни, то это целое состояние, на которое можно купить квартиру однокомнатную, даже в Москве, между прочим. Но это никому не надо, и это логично. Вот, кстати, в гестхаусе Ленин Пик есть нормальные юрты, не вот эти вот
туристические белые, а прям похоже из шкур. Вот уже готовая печь. Мне сказали, что ночью юрты отапливаются, поэтому все нормально. Там, кстати, видите, внутри даже куча батарей. Вот так выглядит здесь юрта. 4 кровати. Есть комфорка, электричество. Для тех, кто не читает о туалете, наверное, это проблема. Но здесь чистые туалеты в доме. А вот как будет у меня, сейчас узнаем. Вот такой прекрасный деревянный мост. Вот эта штука. Вот это и есть пик Ленина. Вот там хвостика не видно, самого главного. Я прибыл в юрты, которая находится, оказалось, не в 5 километрах от Сары-Могола, а в 25 километрах по бездорожью, то есть прямо у подножья Памира. И эти юрточные лагеря, они, понятно, действуют только летом. И, как я уже говорил, здесь тяжело. Здесь базуются альпинисты, но, насколько я понимаю, базовый лагерь для подъема на пик Ленина находится дальше, на так называемой Луковой поляне. Мне сказали идти по ущелью к пику Ленина где-то 3-4 километра. Поэтому, так как в юртах делать нечего, я и иду. Причем я приехал в юрты, и водитель такой: ну все. Говорю: а что тут есть? А что, все? Вот, кухня, юрта, туалет. Все, развлекай себя как хочешь. В юрте стоит печка, которая отапливает ночью. Но на этом все. Поэтому приходится себя развлекать хайкингом, чтобы не было скучно, тем более все равно здесь связи нет. Ну и тишина такая, что прям глохнешь как будто бы. Вообще, конечно, красивое ущелье, но проблема в том, что базовый лагерь находится с правой стороны ущелья, а я нахожусь слева. Мне сказали: да, там тропинкой пройдешь. Но ущелье гигантское, поэтому я просто пойду с этой стороны, пока не найду способ перебраться на ту, ну или, по крайней мере, поближе подойду к самому пику. Фак. Нет, я просто еще раз хочу, чтобы вы посмотрели. Что ж, есть подсказка. Налево пойдешь 4 часа туда-обратно, будет лучший вид. А направо базовый лагерь. И Traveler's Pass, я не знаю, что это. Может быть, туда альпинисты стартуют на пик. Но 4 часа туда-обратно, это значит 2 часа в одну сторону. Дойду, докуда смогу. Главное, затемно вернуться. Потому что кто знает. А то много собак охраняет овец, значит, здесь есть волки. А может быть, и снежные барсы. Может, я вообще заблужусь, у меня сядет батарейка. Мой план капкан не удался. Я хотел просто идти прямо из-за этого ущелья. Но оно раздваивается. Ну и как бы выбора больше нет. Придется спускаться вниз. Потом подниматься наверх. Ну ладно. И пока у меня одышка, я вам расскажу самое главное, что я узнал про Кыргызстан. То, что 3/4 страны находится выше 1500 метров, а средняя высота гор страны выше 2500 метров. То есть Кыргызстан — это прям чисто горная страна. Без всякого преувеличения. А сейчас, дамы и господа, у меня есть ручей, и как бы мне нужно через него как-то перепрыгнуть. Ну что? Получилось. Обратно уже буду придумывать новый способ. Вот, кстати, отсюда гораздо лучше видно, какое ущелье надо преодолеть, чтобы попасть к базовому лагерю, который, я так предполагаю, открывается вот там, где вдалеке справа видны какие-то домики. Просто, я так понимаю, конец августа — это уже почти окончание сезона, поэтому альпинистов там уже почти нет. Хотя, кажется, честно, вот пик торчит, солнышко, ну что там сложного подняться?
Просто за льдышки цепляешься и карабкаешься. Дошел до базового лагеря. Вон там желтые палатки, тенты. И вот дальше что идет тропинка и путь к пику Ленина. Но здесь лучше. Здесь меня поджидает роскошная черная лошадь. Привет, лошадка. Тебя привязали, да? Какая же ты красивая. Если приглядеться, там 4 или 5 лисичек. Я не знаю, оранжевые точки. Сейчас они побегут от меня. Вот один побегает. А, это не лисички. Это бурундучки. Привет. Привет. Сейчас, если повезет, бурундучок издаст звук. Красавица. Так жалко, что лошади едят здесь. Они же такие красивые и грациозные. Но понятно, что от меня лошадка сейчас убежит. Привет! В общем, это максимум, что я на сегодня готов сделать, потому что я так понимаю, что это и есть луковая поляна. Не знаю, почему луковая, но может цвет такой. И вот эта равнина уходит прямо к пику Ленина. Очень хочется дойти до подножья, но расстояние обманчиво, потому что даже до сюда, хотя мне казалось он рядом, я шел несколько километров. Но зато можно пульнуть дрон. В общем, потратил на все это дело 1,5 часа. Теперь иду обратно к юртам. Приду туда где-то через час, часам к 6 вечера. И честно, я понятия не имею, чем тут еще заниматься. Потому что потом стемнеет, станет холодно. Но, правда, если забраться на гору, здесь 4G. Вот, но в юрте его нет. Сейчас еще печь затопят. Это значит, что я весь провоняю топкой. И буду так и дальше кататься по Киргизии. Ладно, сейчас последнее развлечение с этого трекинга, прежде чем мы придем к юртам, это испугать бедных диких лошадей. Страшно вам? А вас так много, а вы меня боитесь. Я теперь покоритель лошадей. Да. Я не изверг. Я не хотел их пугать. Если бы они ко мне подошли, конечно же, я бы их погладил. Но нужно же снять видео, как бегают лошадки. Вообще, на большой высоте очень плохо работает голова, поэтому я бы мог что-то рассказать о своих впечатлениях про Киргизию, но мне это трудно дается. Но вот единственное, что я вчера обнаружил, что вместо полета в Бишкек в 23:50, я рассчитывал, что я здесь проведу полдня, я нашел в 6 вечера самолет из Оши на Иссык-Куль. Он летает несколько раз в неделю, какой-то TezJet. Надеюсь, что это будет не какой-то кукурузник, но он за 40 минут доставит меня прямо в город Тамчи. Это прямо напротив Алматы, грубо говоря, через горы на Иссык-Куле и до основного поселка, где курорт и Чолпан-Ата, ехать всего полчаса. Если бы я прилетел в Бишкек, нужно было бы ехать практически 4 часа до туда. Вот так. Но эти самолеты не выпадают ни на одном агрегаторе. То есть это я загуглил, что существует расписание рейсов
Зашел на сайт авиакомпании, и только там я обнаружил, что эти рейсы существуют. Привет! На! На! Слышали? Это не птичка, это бурундуки. Говорят, что я иду на их территорию, и они должны все спрятаться. Сволочи. Не хотят, чтобы я к ним близко подошел. Последняя история на сегодня. Это юрточный лагерь. Как я его нашел? Я просто сначала, честно говоря, посмотрел «Орел и решку», увидел Алайскую долину, посмотрел ее на карте, увидел, что это Памир, что тут высоченные горы. Зашел на Booking, увидел, что есть гестхаусы в селе Сары-Могол, это я вам уже показал, и есть юрточный лагерь. Я забронировал, связался с хозяином, он оказался просто невероятно душевный человек. И он сказал, отмени букинг, будет дешевле, зачем тебе нам платить комиссию? И в итоге юрта с завтраком, обедом и ужином стоит 1500 сом в сутки. То есть это 1000 рублей. Прикиньте, я просто офигел. И он мне организовал трансфер, его сын меня забрал из Оша, вот привез сюда за 4 часа и завтра отвезет обратно в аэропорт. Ну, теперь, конечно, модный рум-тур. Только я не помню, какая юрта моя. Итак, что еще есть в лагере? Кухня, сейчас я вам покажу. Рядом находится помещение для сотрудников. Ресепшн, внезапно, я его не видел. Столовая, юрта для ночевка, электрощит, душевой кабина номер 7. Вот это душевая кабина. Ну что, пойдем на кухню. Пока там никого нет. В каждой юрте есть печка и труба. Надеюсь, что это безопасно. Это у нас kitchen. Сейчас тут никого нет. Вот можно посмотреть. Столики, за которых сидишь на полу. Кстати, тут очень жарко из-за печи. Прям заходишь и 25-30 градусов. У меня юрта номер 4. Надеюсь, что это вот это, и там никого нет. Прошу в мой дом. Ну что? Печка-буржуйка. Паша туда подносит угли регулярно. На улице моросящий дождь, жутко ветрено. На самом деле у печки только тепло. Я сейчас буду двигать кровать к печке, потому что я вот сижу на расстоянии метра, и мне уже холодно. Так что я чую, что ночью будет очень весело. Но просто нужен один опыт ночевки в юрте. И, скорее всего, больше никогда. Потому что душа, я так понимаю, здесь тоже нет. Точнее, он есть, но не понимаю, как он выглядит. Туалет — это просто дырка, естественно. Вот. Поэтому я надеюсь, что я завтра доеду до Оша. Потом долечу до Иссык-Куля. Потом доеду до поселка. И только тогда я нормально приму душ. Добрым. Конечно, оно не самое доброе, потому что когда
в юрте печка перестает топить, когда угли прогорают, становится невообразимо холодно. Еще всю ночь шел дождь, и ты можешь кутаться под 3 одеялами, но голова-то наружу, и поэтому было очень тяжело спать, поэтому у меня такое ощущение, что я просто пролежал с 11 вечера до 8 утра. Но ничего. Ну, из-за горняшки еще голова тяжелая, да. Сегодня вот утром лил дождь, и все это еще больше напоминает Исландию, чем вчера. Просто посмотрите. Где-то там пик Ленина. Но зато просыпаешься с утра, мерзнешь, натягиваешь кофту, идешь на кухню, в юрту. Там уже натопленный тебя ждет горячий чай, сладкое варенье из вишни, овсяная каша, и все становится хорошо. Потом тебе еще в умывальник на улице заливают горячую воду, поэтому ты умываешься теплой водой. Ну да, душа нет. Точнее, он есть. На самом деле он есть, он находится вот эта вот штуковина. Но я с трудом представляю, как это работает, так что обойдусь сегодня без душа. Хозяин этих юрт, по-моему, зовут Абдразак. Потрясающий человек. Очень добрый, очень вежливый, очень отзывчивый. Поэтому, если будете выбирать между юрточными лагерями, конечно, выбирайте его. Потому что он всегда поможет, подскажет, как-то упростит ваше пребывание здесь. Ну и просто всегда приятно, когда к тебе люди относятся не как к средству зарабатывания денег, да, а с уважением. Вот, в общем, на этом моя южная часть поездки в Кыргызстан заканчивается. Я сейчас уезжаю в Ош и в 5 вечера улетаю на Иссык-Куль. Там посмотрим, что я успею посмотреть за сегодняшний вечер и за завтрашние первые полдня, после чего я с гордо поднятой головой отправляюсь в Алматы. Кстати, в этих контейнерах находится, ну, понятно, кухня и юрты, когда на зиму складываются, они тоже убираются в контейнеры. Ну что, мы держим путь обратно. Здесь уже распогодилось, но позади меня дымка и гор практически нет, поэтому с погодой, как всегда, повезло. Вчера я увидел все, перенес самолет и говорил на 5:30, переживал, что я ничего не посмотрю, но в итоге погода сама заставила меня уехать обратно в Ош. Вот где бы душ принять, но я надеюсь, я напишу сейчас в отель и попрошу их предоставить мне номер для того, чтобы принять душ. Очень надеюсь, что они согласятся. Итак, я в самолете лечу в город Тамчи из города Ош. Ехать было бы, наверное, часов 15, может 14, а лететь всего 40 минут. Опять же, потому что Киргизия горная страна. Ну и сам прикол, что я лечу на самолете британском, по-моему, RJ-85, старый самолет, где крылья торчат сверху крыши. В общем, аэропорт находится в полчаса езды от Чолпон-Аты. Это вот поселок, где у меня будет отель, и это обычно считается главным курортом на Иссык-Куле, где горки, аттракцион для детей, в общем, ничего особенного, но уж быстрее, чем на самолете из Оша, туда никак не попасть.
конечно, красавец самолет. А вот белоснежные горы и озеро вдалеке. И этот огромный аэропорт. Я обожаю маленькие аэропорты, потому что вот забор, вот багаж привезли. И люди стоят с другой стороны у окошка. Им будут их туда всовывать. Но мне надо найти такси. Но, пожалуй, Иссык-Куль реально очень красивый аэропорт. Во-первых, он маленький, я уже говорил. Во-вторых, прямо напротив сразу озеро. Можно на самом деле прилететь, дойти пешком, потому что там внизу есть уже курорты. Но, насколько я знаю, сюда из Алматы очень редко летают самолеты по сезону. Но вот Аэрофлот сюда регулярно летает, поэтому... И еще там из пары городов, типа Ташкент и еще что-то. Вот Ош, например. Очень удобно логистически. Вот. Потому что в противном случае, как я рассказывал, ехать вокруг часов 7, наверное, из Алматы сюда, если ехать на автомобиле. Ну, либо можно перейти в перевал просто. То, что до Алматы где-то километров 20-30 максимум по прямой. Итак, я заселился в гестхаус «Панорама» на Иссык-Куле. Ну и все бы ничего, но дед на ресепшене, такой дерзкий, сказал, что его зовут Владимир Владимирович. И это не шутка. И дал мне пару рекомендаций. В первую очередь сказал, что я молодой и борзый, и я должен, значит, тут идти свататься к его внучке, которая живет в Бишкеке. И сказал, быстро, вот тебе фотография, быстро записывай телефон. Позвонил ее матери, которая по совместительству хозяйка гестхауса. Они, значит, обсудили, сказали, конечно, пусть общаются. А озеро Иссык-Куль, вот оно, находится просто вдоль трассы, которая идет на протяжении всей северной части озера. И вдоль нее находятся различные курорты. Но как бы не то, чтобы это прям впечатляюще. Более того, здесь негде перейти дорогу. А мне очень надо перейти дорогу, чтобы спуститься к озеру. Поэтому я сейчас буду думать, что делать. Наверное, перебегать. Вот, предположим, никого. Но нет, нормально получилось, пожалуйста. Вот, зато нашел тропинку до озера вечернего. Вообще, завтра мне нужно уезжать не поздно, чтобы до вечера оказаться в Алмате, потому что мой друг, которого ночью ложится рано, нельзя их будить среди ночи, а мне снова вставать в 7 утра. Поэтому мне нужно примерно до 2 часов дня успеть сходить в культурный центр Рух-Ордо. Это центр имени Чингиза Айтматова под открытым небом. И потом сплавать на кораблике, который отходит в 11 из яхт-клуба «Круиз» и плавает ровно 1:20, а не 2, как мне сказал Владимир Владимирович. Иссык-Куль совершенно роскошный, потому что на другом краю возвышаются горы со снежными пиками. Впрочем, здесь абсолютно так же. Но вот так, конечно, классно выглядит. Вот я вижу, там вдалеке кораблик был. Вспоминается рассказ Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Мне кажется, это было как раз про Иссык-Куль. Вот, поэтому так уже темнеет, отставляю все поиски интересного на завтра и просто иду в таверну «Карлик Нос», где хозяйка Мискаль, почти Мискаль. Я должен сказать, что я от Вовика, и мне дадут скидку. Вдоль трассы нету никакой дорожки для пешеходов. То есть, несмотря на то, что я живу в гестхаусе в городе, я не могу спокойно пройти до трактира. Мне приходится идти вдоль трассы и увиливать от автомобилей, которые либо норовят меня куда-то подвезти, либо сбить. Прикиньте. Ну, это Q, если это Айкос. Айкос. Вот просто вдоль трассы, как остановка. Вот это я понимаю. Маркетинг. Ну что, доброе утро из Чолпона «Ты». И сегодня с утра я снова решил прогуляться пешком, чтобы посмотреть то, что я видел ночью. И, в принципе, картина нисколько не улучшилась. А во-вторых, такси сложно найти. Яндекс, Индрайвер не работают. И Владимир Владимирович, который мой ресепшенист, он куда-то пропал, и я не смог срочно заказать такси. Поэтому решил пока пойти пешком. В общем, что красиво здесь, так это горы сумасшедшие, которые вырастают вдали за озером. Такой картины я нигде в мире не видел. Но все остальное, что касается инфраструктуры, это просто жутчайшая хтонь.
То есть тротуаров нету. Все кафе какие-то стрёмные. Есть, конечно, пансионаты с закрытыми территориями. Но все остальное это какая-то разруха, недострой, мусорки. Ну, окей, я говорю только сейчас про северную часть Иссык-Куля. Насчет южной, насколько я понимаю, там вообще еще недостроенные дороги. Ребята ездили, да, там есть юрты на берегу. Но, в принципе, на километр вокруг больше ничего нет. Очень от этого грустно, потому что эта локация просто супер. И туристы сюда и так ездят. Что-то примерно я говорил про Крым, мне кажется, что за неимением альтернатив рядышком, то можно и не стараться, потому что все равно туристы поедут на Иссык-Куль. Итак, что можно успеть до отъезда на такси из Иссык-Куля в час дня? Это, конечно же, в два места. Это поплавать на кораблике и прийти на культурный центр Рухардо, где, по сути, показана история Киргизии через какие-то памятники, деревни. Просто культуру, например, тут памятник Чингиза Айтматова. Вообще это место имени Чингиза Айтматова выглядит очень красиво. Первая инсталляция — это дар. Корея. Тибетский. Вообще написано Корея, хотя это тибетский колокол, как мне сказал Владимир Владимирович. Значит, он врал. Но, в общем, суть в том, что можно загадать желание и треснуть в него, и тогда желание исполнится. Невероятно, кстати, красивый звук идет от колокола. Очень приятно резонирует, примерно как когда идет медитация с гонгом. Единственное, что удивительно, они как бы самую большую часть площадки отгородили для посетителей. То есть это газон, на который нельзя идти. Более того, даже ров есть. Очень странно просто то, что больше половины территории, ну, сделали бы там дорожку по центру хотя бы, центральной арки. Здесь есть обособленный храм. Это знак тенгрианства. Популярно в Средней Азии такое неоязычество, которое говорит о том, что небо, и ты есть единое сущее, не обрастает небо. Поэтому как раз, я думаю, причина в том, что храма здесь нет, а есть просто постамент, потому что не было как такового поклонения Богу, есть просто все единое, все сущее. Смысл передавался этой религии согласно устной традиции. Вот, поэтому это просто символ того, что в Средней Азии это было распространено. Во второй арке от центральной я вижу планету. И, очевидно, и знакомые очертания, я его реально узнаю по прическе, это Коперник. Понятно, что это просто мыслители древности или средневековья, вот это Коперник. Рядом арабские мыслители и ученые, например, Авиценна знаменитый, да, ученый X века. Напротив сидит Аристотель и еще два древних мыслителя. Хотя, кстати, вот сейчас, например, узнал, что Чолпон-Ата — это имя философа. Я не уверен, что Коперник и Аристотель как-то связаны с Киргизией, честно говоря. Так что какая Авиценна, но я могу быть неправ. А вот, кстати, выходишь из арки обратно, и что? Стоит мать-волчица. Это, получается, один из двух, либо Ромул, либо Рем, с таким неким локальным налетом внешним.
честно говоря, странное в целом место. Оно вообще выдержано в таком минимальном стиле. Нигде нет никаких там нагромождений картин или описаний. Везде просто маленькие QR-коды. Но в целом все равно непонятен замысел. Куда-то ты заходишь, там современные герои Киргизии. Другое место — это юрта. Третья картина, все как-то в разнобой. То есть нет никакого хронологического порядка. И, например, почему тогда здесь, если это история, вот здесь Чингиз Айтматов. То есть он здесь повсюду. Как это все вместе вяжется, мне трудно понять. Сзади изображено полотно, наверное, самым известным романом Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», или «Буранный полустанок», где повествуется о семье, которая жила на маленькой железнодорожной станции рядом с Байконуром. И в какой-то момент их пустыню, то, где они привыкли жить, добывать еду, отгородили забором. Страшные ракеты смывали в небо. И параллельно Советчине, потому что там есть истории про доносы и про самоубийство человека, чтобы не подставлять свою семью. Там есть еще сказание о манкуртах. Манкурты — это попавшие в плен люди, которым надевали на голову бычий пузырь. И он стягивал их голову настолько, что мозг перестал функционировать. То есть они могли физически быть крепкими и сильными, но голова оставалась маленькой. И это лишало человека самого главного, по мнению Чингиза Айтматова, это память. Потому что без памяти, да, то есть без сознания человек не является человеком. И это самое страшное. И в тексте есть такой страшный эпизод, когда мать находит своего сына, которого превратили в манкурта, и его хозяева дают ему приказ, чтобы он ее убил, и он без зазрения совести ее убивает, потому что уже ничего человеческого в нем не осталось. Вот на фоне огромного изображения «И дольше века длится день», я думаю, что в помещении будет много чего про Чингиза Айтматова. На самом деле здесь есть буквально вот портрет, просто горы, просто зарисовка из жизни, вторая зарисовка из жизни, и единственное, кроме портрета, что здесь есть, это различные публикации на разном языке, на разных языках. Вот, например, станица Бурна, то есть буранный полустанок. Или, например, Бельять пароход. Так вот, к чему я про манкуртов? В иносказательном смысле манкурты — это те люди, которые забывают о своем родстве, о своих национальных корнях, о своей истории. И это используется, кстати, этот термин в таком смысле. То есть люди, оторвавшиеся от своей родины, потерявшие связь с предками, с предыдущими поколениями. И вот для Чингиза Айтматова это было самым страшным. Мне кажется, что Чингиз Айтматов, он все-таки писал в стиле магического реализма, где абсолютно такие прозаические вещи, как советская власть, или выгул овец в горах, или просто быт на озере Иссык-Куль, либо недалеко от Байконура переплетался с какими-то сказаниями, с памятью предков и с чем-то глубоким и духовным. В общем, довольно скучная рецензия, но просто скажу, обязательно прочитайте хоть что-то у Чингиза Айтматова. Этот потрясающий человек. Вообще красивый парк. Будем откровенны, не все парки рукотворные в Казахстане и в Киргизии содержатся в таком порядке, как этот. Поэтому, несмотря на то, что может вас смутить цена в 400 сом, потому что большинство плохих отзывов про это и говорят, что за что 400 сом, максимум 100, вообще нечего смотреть. Здесь просто приятно находиться, очень умиротворенно. Играет национальная музыка, можно посмотреть скульптуры, зайти в храмы различных конфессий, сфотографироваться со статуей Чингиза Айтматова. Ну и, в принципе, все. Потом идти на пляж, который тут рядом. Облюбовал себе восточную часть озера, мелководную, более опресненную, и стал быстро размножаться. В разное время в озеро были завезены мальки байкальского угля, эледи, сига, жереха, карпы. Если что, экскурсия длится своего промыслового значения достигли только час 20, прошло 10 минут, а нам уже рассказывают только про аральских лещей. Это просто невозможно слушать. Мне кажется, это советская запись. В километровой зоне вокруг озера создан государственный заповедник. Однако
Одной из природной заповедник. особенностей Иссык-Куля является частый ветер, Частые который ветры. возник Интересно, почему капитан не может поднять стул, чтобы не тянуться рукой до штурвала. В принципе, здесь так мало кораблей, что можно и ногой управлять. Никуда не врежешься. Вот есть. Вот мы, кстати, уже разворачиваемся, едем в сторону обратно Чолпан-Аты. Экскурсия закончилась, началась просто музыка не советская, в отличие от этой записи. И внутри помещения, значит, носятся дети, таскают друг друга. Наверху все фотографируются, толкаются. Полно людей. Непонятно, честно говоря. За баром продается только чай из пакетиков. Тоже все. Можно было бы тут реально... нужно делать повеселее, покруче. Там, я не знаю, пиво, кофемашину нормально поставить. И с другой стороны, возможно, для местных это все не нужно, потому что вообще за всю поездку в Киргизии ни в одном отеле, нигде я не видел, чтобы кофе, который мне предлагали, был зерновой, а не растворимый. Чолпан-Ата. Там позади, в 30 километрах, Алмата. А мы застряли здесь. Двигатель заглушили, музыки даже нет. Люди собираются плавать. Я думал, почему заминка? Оказывается, люди собираются нырять. Сейчас посмотрим. В общем, за неимением дельфинов и прочей живности все смотрят, как смелые местные горячие парни и их дети плавают в озере. Вот такое вот развлечение. Мое путешествие в Киргизии заканчивается здесь, у остановки Бишкек-Петролиум, напротив сегодня темного озера Иссык-Куль. Сейчас за мной заедет спринтер на 20 человек, который докинет меня до Бишкека, откуда я закажу такси до границы, перейду границу и найду попутку до Алматы. В общем, что могу сказать? Киргизия потрясающая страна. Очень красивая. Из-за того, что находится в горах, понятно, что посмотреть здесь озер, гор можно очень много. Но для меня лично то, что здесь находится Памир, семитысячники, это, конечно, совершенно завораживает. И не нужно для этого лететь в Гималайи, чтобы видеть этот масштаб. По поводу спринтера, который меня, оказывается, за 400 сом довезет из Иссык-Куля до Бишкека, я не учел, что, например, вот в этом роскошном месте, которое бы легко могло быть в Неваде, останавливается спринтер, чтобы водитель мог поесть. Мы приехали на фудкорт. Он сказал, что остановка минимум 20 минут, чтобы пока он не поест, он никуда дальше не поедет. Прикольно. Мой спринтер. Водитель сказал, чтобы я ему обязательно напомнил, где он должен меня выкинуть, чтобы я успел границу. Потому что иначе он проедет мимо, потому что он все забудет, когда въезжает в город. Пожалуй, мой финальный репортаж будет с границы. Просил таксиста довести до начала очереди. Вот он начинается. И дальше вперед. Это все очередь до границы с Казахстаном. Поэтому есть большой плюс в том, что ты вызываешь такси только до границы и ищешь машину на той стороне. Для тебя не нужно будет терять больше часа на прохождение границы. Вот просто посмотрите, какая пробка впереди. Вот это, если что, это еще не граница. Люди постепенно выходят, так что достаточно очереди, а люди выходят, потому что в машинах нельзя против пассажиров. То есть, если ты... Плюс того, что если едешь на такси, все вещи оставляешь, идешь через границу просто с паспортом. А минус, что должен всю эту очередь отстоять. Вот, собственно. Граница. Все, очередь заканчивается, просто паркинг пускают, а позади меня шла девочка, и у нее в руках была акула Икея, потому что в Киргизии они могут себе это позволить. Ну все, я возвращаюсь в Казахстан, поэтому наш выпуск из Киргизии реально закончен. Но не забывайте, что после того, как машина стоит в очередь, они проходят Киргизию,
а потом стоят в очередь на въезд в Казахстан.